Итак, переходим к следующему от административно-территориального деления уже непосредственно к рынку недвижимости. Что произошло за один месяц? Период сравнения у нас будет всего лишь май с июнем. Будем сравнивать. Расскажу вам, что на слайде вы видите. Здесь карта, карта муниципалитета города Пафос. Не путайте, провинция – это провинция, в которую входят города-муниципалитеты. Сейчас мы говорим о городе-муниципалитете Пафос, который входит, естественно, в провинцию Пафос. Итак, будем говорить о новом жилье. Давайте договоримся. Апартаменты класса А и Б – это новое жилье. Апартаменты класс С, Д, Е, Ф – это старое жилье. Чем отличается новое жилье от старого? Ну, во-первых, как гласит молва от компаний-застройщиков, эти апартаменты выполнены из более качественных материалов, то есть зимой не холодно, летом не жарко, экономно сберегающие они называются, или теплосберегающие материалы. Соответственно, апартаменты больших размеров, там однокомнатная может достигать 70 квадратных метров, ну точнее не однокомнатная, а с одной спальней, здесь так называется, с одной спальней, с двумя спальнями и так далее. И, естественно, более комфортным проживанием с точки зрения расположения жилищного комплекса. Как правило, это есть территория прилегающая, где присутствует там бассейн и, в общем-то, сад какой-то, детская площадка, ну и так далее. Да? То есть вот это все входит в ЖК, и, соответственно, это все стоит денег, и поэтому новое жилье гораздо дороже, и сейчас мы будем разбираться, от старого жилья. Итак, начнем. Апартаменты А и Б – это новое жилье. Буду называть новое жилье, друзья. За месяц рост плюс 0,50%. Если вы посмотрите вниз, уже не на карту, а вот здесь экселевская табличка, то вы увидите, какие локации присутствуют в городе, муниципалитете Пафос. Помните, мы начали с провинции Пафос, потом перешли к городу, муниципалитету Пафос. И теперь город Пафос также состоит из локаций, географических названий, где исторически сложилось и проживают в этих районах греки-киприоты. Итак, перечитывать все не буду, смысла в этом нет. Вы сами посмотрите, кого заинтересует, можете, в общем-то, остановиться на той локации, которая вас интересует. Я вот, кстати, проживаю район Tombox of the Kings, то есть это один из самых таких, в общем-то, недешевых, получается, районов. Итак, мы видим, что новое жилье за месяц показало динамику роста плюс 0,50%, и средняя стоимость квадратного метра достигла 2837 евро. Как считается среднеарифметическое число в целом по городу, муниципалитету Пафос, вы знаете, то есть суммируются вот эти все показатели и делятся раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь на 8, да, и вот получаем среднеарифметическое число. На карте вы также можете увидеть эту цифру 2837 евро. А вот теперь, друзья, давайте посмотрим, что произошло. Это то, чем занимаются аналитики за год в городе-муниципалитете Пафос. И мы говорим, конечно же, о новом жилье. И вот видим, как ни странно, всего лишь на 0,51% выросла стоимость квадратного метра нового жилья. Но, друзья, перед вами полная ретроспектива длиною в 12 месяцев. Период сравнения июнь 2025 год. Мы видим, что 2822 евро стоимость квадратного метра. Весь 2025 год, или по крайней мере вторая половина, мы видим снижение стоимости квадратного метра. И я вам говорил это в начале видео. И кто смотрит мои видео, это, в общем-то, присутствовало на протяжении 2025 года, второй половины. И, друзья, с февраля месяца 2026 года мы увидели, как стоимость квадратного метра стала незначительно, но расти, и выросла всего лишь в годовом измерении на 0,51%. Переходим к другому, друзья, слайду. И здесь мы будем говорить о городе-муниципалитете, также Пафос, но уже старое жилье. Смотрим на карту. Подорожало она дороже, больше, чем новое жилье, на 0,57% всего лишь за месяц. И в абсолютных цифрах составила 2597 евро, это стоимость квадратного метра. Но вы можете посмотреть, да, разница вот
я специально на карту концентрирую ваше внимание, новое жилье 2 800, а 2 500 стоит старое жилье. С учетом того, что новое жилье по размеру больше, то, в общем-то, квартира значительно превышает стоимость старого жилья. Внизу вы также можете увидеть экселевские данные по локациям, которые мы уже проговаривали с нами, и повторение информации о том, что подорожала недвижимость, старое жилье на 0,57%, и среднее арифметическое число или стоимость квадратного метра достигла 2597 евро. Смотрим, что произошло за год с старым жильем в городе провинции Пафос. Но ситуация та же самая повторяется, друзья. Мы видели весь 2025 год, он, к сожалению, был неудачный для провинции Пафос. В других провинциях стоимость квадратного метра, друзья, росла незначительно, а Пафос был перегрет, скорее всего, и я об этом уже говорил, показывал, у меня есть видео, кстати, где мы посмотрели, сколько было предложений на рынке жилой недвижимости, сравнили с количеством домов, которые, так сказать, сданы в эксплуатацию, и увидели, что реально, ну, процентов там, по-моему, 25 от всего фонда жилого было выставлено для продажи. С чем это связано, я не знаю, но, скорее всего, это первичный рынок, который стал вторичным, вышел на продажу, то есть стали продавать вновь построенные квартиры. Их настолько было много, то есть перегрет компаниями-застройщиками был первичный рынок. Они это, к сожалению, на Кипре пока не понимают, да, и где надо строить, сколько надо строить. Ну, придет время. Кстати, в Украине та же самая история, я наблюдал. Компании-застройщики строили где попало, что попало, и это покупало все до определенного периода. А потом, конечно, все стало гораздо все хуже в плане продаж. Итак, мы видим, что снижение было весь 2025 год, или, по крайней мере, на этом графике мы видим вторая половина. И с января месяца рост стоимости квадратного метра, старое жилье показало динамику роста плюс 0,59% за год. Период сравнения, еще раз напомню, июнь 2025 год с июнем 2026